Всем привет! Я уже тут работаю. Немного там дверь подремонтировал. Поставил пока старый завис. Я думаю, будет нормально. Понемногу уже распаковался. Продукты. Сейчас хочу поставить вентилятор. Установить вентилятор, затопить печку, чтобы тут просушивалось. Кстати, спасибо, что сказали по термометру, куда он устанавливается. Сейчас установим термометр. Конечно, как на меня, я сейчас бы здесь бы не протапливал бы. На улице почти 35. Ну, здесь 15 градусов. Такая, блин, разница в температуре довольно хорошая. Ладно, устанавливаю вентилятор, затапливаю печку. По традиции кушаю, отдыхаю, а завтра уже занимаюсь работой. Вот тут термометру самое, то есть вентилятор будет самое дело. Так, написали оно на магнитике. Не знаю, сколько этот магнит выдержит. Ну да, действительно на магните примагничивается. Сколько он выдержит? Потому что магниты-то теряют свои свойства от нагрева. Ну, будем надеяться, что пока послужит. Так, ладно. Ставим его, чтобы он не мешал. Термометр поставим тут. Хочу замерить, какая тут температура будет. Тоже было много комментариев по поводу, что жесть тонкая и прогорит. Также будет эмаль стрелять. Ну, в кастрюлях не стреляет. И тут, во-первых, пока пламя доходит, оно уже немножко остывает. Тут, ну, скажем так, не прямой контакт с пламенем. Так что, я думаю, должно быть нормально и не прогорит она. Но духовки, тем более, наш не стреляет и не прогорает. Хотя там тоже температуры ж не маленькие. Ладно, затапливаем печку и уже будем готовить ужин. Отдыхать, а потом завтра уже буду заниматься штукатуриванием печки. Как раз немножко это подсохнет. И в прошлый раз делал. Думаю, так будет оно правильно. Да и уже живот дает свое знать. Охота кушать. Ладно, занимаюсь. Я всегда, когда ухожу, растопку оставляю. Здесь прохладно. Так, причем довольно прохладно. Ладно, затапливаю, сейчас пускай разгорается. Буду продукты подготавливать. Опять же испарение. Вот кто-то будет писать дым. Нет, это все испарение. Влаги много. Печку делала, она сейчас начинает прогреваться и начинает все испаряться. Ничего, сейчас вентилятор запустится, он быстро пар выгонит. Сейчас он обороты наберет и все бегом выгонит у нас. Тут уже 180 градусов. До 200 доходит.
Сейчас, короче, пар быстро выйдет. Потом, кстати, термометр можно будет поставить на духовку и посмотреть, какая в духовке приблизительно температура. Сегодня я хочу испытать духовку. Взял куриное крылышко, картошечка. Специально картошку мелкую дома брал, чтобы ее можно было в горшочек нормально уложить, молоденькая. Сейчас запечем ее. С курицей, сыром. Думаю, будет хорошо. Отлично. Сейчас на низ картошку. Сверху крылышко. И будет у нас вкусный ужин. Такая мелкая картошка, не знаю, молодая. Я самый больше ее люблю. Уже когда она большая, она какая-то не такая вкусная. Так. Пока картошку почистил, уже практически и нету дыма. Так, сейчас еще лучок сюда. Должно влезть. Отлично. Так, приправки. Думаю, в духовочке оно сейчас будет все пропитываться, приправы распределяться, соль. И сверху немного сырком. Если сырок хороший попался, расплавится весь, все протечет туда, у нас будет все пропитано у нас сырком. Картошки много. Думаю, так будет достаточно. Этот можно и так скушать. Ну, по идее, должен быть нормально. Ладненько. Буду пробовать ставить в духовку сейчас. И как всегда, дверцу сделал на духовку, забыл ее взять. Ну, я думаю, в горшочку, но и так пропечется. Вот тут уже догнала до 300 градусов.
Отлично. Сейчас переставлю в духовку, посмотрим, какая там в духовке температура у нас. Все, пускай прогревается. И сейчас посмотрим. Греет хорошо. Кстати, стекло тоже держится пока нормально. Давайте сейчас покажу. Еще испарения как идут. Вентилятор вообще супер затягивает. Стекло, но то, что специальное, нормально сделано уже, ну, все расширяется, ну и тепло довольно хорошо от него тоже идет. Ну, я думаю, этот раз будет уже все хорошо. Ладно, жду сейчас тогда, пока приготовится ужин. Кушаю, буду отдыхать, а завтра уже займусь штукатуриванием печки. Кстати, вот длинный кусок. Такая, блин, крепенькая. Ладно, отдыхаю. Решил замешать немножко раствора там в одном месте. У нас дым пропускает, надо его сделать. Сейчас покажу. Где-то, наверное, раствора мало положил. Может, просыхал, трещину дал. Маленькая трещина. Мы ее заделаем.
заодно здесь уже доложу кирпичиком. Маленький будет. Муха. Если есть муха, значит не все так плохо, можно жить. И все, то завтра уже займусь. В духовке, вы как видели, 200 градусов. Ну, довольно-таки неплохо, там даже чуть больше. Готовить можно. Тоже готовить, даже выпекать можно будет. Можно будет какую-то попробовать пиццу спечь. Думаю, будет прикольно. Тут тоже пока, ну, не знаю, сейчас переставлю, посмотрю, какая тут температура. Ну, пока эмаль не трескает, ничего, все нормально. Сейчас вот моментально уже 300 градусов. Блин, а тут тоже готовить можно вместо той плитки. Ладно, думаю, сейчас минут 10. Картошка молодая, курица. Ну, сейчас быстро все приготовится. Минут 10 можно уже будет кушать. Отличненько. Так. Да, курица пропеклась, можно кушать. Ладно, сейчас, наверное, все высыплю. Горячо. Картошечка тоже пропеклась.
рыбка. Что ж, друзья, приятного аппетита, кто кушает. Снимем пробу. Картошка отлично пропеклась. Класс. Надо было сыр твердый брать. Он бы расплавился. Полностью картошечку нашу пропитал бы. Класс. Вот это самая вкусная картошка мелкая. Еще попробовать. Отлично. Класс. Ну что ж, приятного аппетита, кто кушает. Встретимся утром. Покушаю, буду отдыхать. А с утра займусь печкой. Доброе утро всем. Спалось просто супер. Затопил немного печку, буквально одну полежка сжег, чтобы она более или менее просыхала. Она сильно не нагрелась. Так, только металл. Ну зато будет быстрее влага испаряться. В следующий раз прийти, не ждать, пока оно все просохнет. Там чуть-чуть протоплю, и оно будет быстрее. Так, все, раствор готов. Сейчас смачиваю печку немножко водичкой. Буду оштукатуривать. Там хорошо прогрелся. Протопил еще немного. Сползает. Большие перепады. И надо, чтобы она подсыхала. Все-таки, наверное, сейчас сделаю понемногу по-другому. Возьму, где большие дыры, позабрасываю, чтобы оно подсохло.
Потому что если, ну, бросать большой слой, она явно полопает. Так лучше уже его за 2 раза поштукатурю. Если за раз бросать, оно мне потом все подстает. Тут все пришел, только выровнял, да и все. Ну так уже более или менее на печку встает похоже. Конечно, вот эти все слои, они сейчас полопают, потому что я протопил, но сейчас быстро будет высыхать. А он уже вот трещины дает. Ну то все не критично. Все равно оно. Я его потом еще раз пройду. Будет нормально. По идее должно даже держаться хорошо. Там где вчера делал вот тот слой, то он вообще отлично держится. Подсох, хотя тоже потрескал. Но зато он держится отлично. Думаю, за следующий раз я ее уже доделаю. И будет довольно уже симпатично. Да и так сейчас уже на печку стоит похоже. Конечно, камера, наверное, всего не передаст, но вид такой уже более или менее нормальный. По жести тоже не знаю, посмотрим. Прогореть она там не должна. Скажем так, прямого контакта нету с огнем. Ну, вернее, есть, но огонь уже туда выходит просто горячий дым. Огонь весь горит в топке, там горячий дым. Так что она не должна прогореть. Ладно тогда. Не буду вас утруждать уже тем, как я там дыры те замазываю. Сейчас замазываю дыры и потом буду собираться домой. А вы спасибо, что досмотрели до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.